Это типичный вечер. Ехать. Я сижу, думаю, когда же оповещение-то будет нам или нет. Сейчас, друзья, сейчас запустимся. С вашего позволения. Тут все в спешке делаю. Только приехал. Так, тут у нас с вами все нормально. Так, чатик, ага. Михаси, привет, да, ты первый. Добро пожаловать тебе. Вечер с первым днем зимы, друзья. Ну, 1 декабря. Так. А где? А где? А, во, все нашел. Нашел. Сейчас, ребят, немножко, да, вступительной речи, и можем поговорить и так далее. И вы скажете, как что-то поменялось, не поменялось. Игра отзовись. Отзовись. Есть. Итак, ребятки, да, всем привет. Вы на канале Байлстрим. С вами Михаил. Немножко запоздалые стримские. Завтра... Сейчас, Мишка. Завтра будет, наверное, все то же самое, типа. Тоже метро проходить. Хорош. Игорек с затмения пришел. Ты лучший. Затмение или что там у тебя, новолуние, я фиг его знает. Ребят, да, у нас сегодня вечерний стрим прохождения по Assassin's Creed Origin, истоки, седьмая часть. Вот. Часика, я не знаю, 2-2,5, где-нибудь вот так вот поиграем. Завтра то же самое. Вчера на подъезде увидел, что у нас опять ремонтная работа, в общем, вырубает свет и так далее. Павел, привет, Игорек. Ребят, всем салют. Вебку на скорую руку настроил, да, вчера приехала. Ох, замотался. В итоге, да, Full HD, 60 кадров. Сейчас будем проверять, как оно. Ну, со светом я понимаю, что здесь вот еще немножко тень играет, но да бог с ней. Мышка, все дела. Тут мышка новая, смотрите, какая тоже, может быть, кому-то понравится. Могу теперь показывать. Вот такая, Red Square, короче, с сеточкой. Интересная. Недорогая, по-моему, рубль 400 стоит. Вот, будем тестировать. Так что вот такие вот дела. Ну, намного лучше или нет? Ну да, там все, там баланс белого, там баланс черного, там всякие настройки, подстройки там и так далее. Мне самое главное, чтобы она меня не мылила, потому что картинка, игра 60 кадров идет, а та вебка 25 максимум держала. Поэтому вот такие дела. Рассказывайте, как сами. Но у меня подтормаживает
Круто выглядит намного лучше. Ну да, тут можно даже морщины рассмотреть где-то, если есть. Согласен. Вебка хороша. Так, начало... так, начинаем метро проходить. Хорош, хорош. Доходи до того момента, потом вместе как-то будем чилить. Ща накидаю лайков. А Павел, не стоит усердствовать. Типа все равно спишут. Сейчас, чем больше ты чем-то... Как это сказать? Чем больше нецелевая аудитория, то есть если ты человек ставишь, это нормально. Если ты, типа, начинаешь с аккаунтов крутить, мутить, списывают. Я же говорю, у меня от сына, от жены, когда они тоже заходят ставить лайки, скручивают. Поэтому спасибо большое, конечно, за помощь, за поддержку. Но это, скажем так, не очень поможет. Так, друзья, да, мы, тем не менее, короче, шли с вами до ящерицы, да? Потихоньку двигались. Сейчас проверим. Игорек сегодня написал, говорит, пойдем в ход сыграть. Ощущение запаздывания голоса. Так, есть контакт. Сейчас исправим, попробуем. Ощущение должно быть, потому что я тут задержку ставил по микрофону, по звуку. Вот, если так исправить положение, то это самое. Дайте знать. Я потом все равно проверю, конечно же. Так. Я просто не знаю, куда крутить, влево или вправо. Там есть встроенный микрофон, но он такой не очень. Так, Иннокентий. Где мой? Вот он, Иннокентий. Игорек, свет, да, ты написал. Мне только свет включили, короче. И у меня было полчасика почилить. Пошел я в ТФТшку поиграть. Вот, посидел там немного, комп поставил, да убежал. Причем там какое-то третье место занял. Хотя ушел. Бывает такое. Вы-то чё, как? У нас снега навалило. Осторожно, Филаки, близко. Снегу навалило, будь здоров. Все, Новый год, аля. Надо было протестить что-то. Сейчас я прочитаю. У меня не списали. Не, я тебе просто говорю, как у меня, Павел. То есть, допустим, я ставлю жена, сын, там, к примеру, там еще 2 человека заходят, а потом раз там минус пяток лайкосиков. Ну, списали, думаю. 4G тебя тянет в 1080. Но у нее написано, что 1080, 60 кадров. Ну, капец, у нас дождь. А у нас также, кстати, пару дней назад. Всю ночь дождь, под утро дождь, а потом снега навалило. Так, а у нас тут какой уровень-то, кстати? У меня тут чувство, как будто я прям торможу. Причем жутко, жестко. Да, есть такое. О! Иннокентий. Так, что у нас дождь? Типа килобит большой, походу. Мемфис. Чудный город. Но он стал полем боя. Могилой. Поговорите с кем? По Шеринхатам в Великом Храме. Она настраивается еще, зараза, как-то по-странному. Типа, ты можешь через приложение бахнуть, где все улучшишь всякие качества, а можно напрямую через OBS-ку, но там не такая настройка идет. Прямо таки. Да у меня нету задержки, Павел. Задержка на YouTube. Я ее убираю. А я имею в виду синхронизацию, задержку выставляешь с микрофоном и с вебкой. Там надо либо минусовать, либо плюсовать что-то. Чтобы синхрон был, синхрон, вот. Опять и синхун. Ох. И тебе, хун. Он, наверное, приветствуется, здоровается.
Чё типа килобит у нас дождь капает? Буфер увеличить. Я не знаю, где там буфер увеличивать. Там свой буфер. Да ладно, сегодня так в режиме теста. Потом все попробую подправить, подкорректировать. Смотри-ка, а меня стражники не трогают. Я просто иду такой смелый. Во все оружие. Здравствуйте. Вы кто? Прости, Неб, но, к сожалению, вход в святилище сейчас закрыт. Я подожду. Так. Тебя звать? Байк из Сибы. А, да, мы ждали тебя. Байл с Ютуба. Иди, но прошу, не мешай обряд. Так, а вот это что такое, друзья? Бык Аписа. Воплощение бога Демиурга. Птаха. Его живописно... животная форма, почитаемая в Мемфисе. Белые пятна на черной шкуре этого быка являются признаком присутствия божественным животным. Быка содержали в прекрасных условиях на территории великого храма Птаха, Увидели находц. где он является оракулом, объектом поклонения более 22 лет. Когда животное умирало, его мумифицировали и устраивали роскошную церемонию погребения на кладбище Сакара за пределами города. Нет, Игорян, нет. Не видел. Следом начиналось тщательно и трудоемкие поиски нового быка с идентичными отметками. Приходилось осматривать стада по всему Египту. Понятно. История. Нет, нет. Вкратце это хоть интересно или так себе опять. Как всегда, баланс ни о чем. Посмотрим. Мы точно вспомнили все части ритуала. Уймись уже, наконец. Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой Лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня. Почти месяц, говорит, не стримил. Да, и Паш, не привыкай. Ну и нафиг. С одной стороны хочешь, с другой впадло. Это корова или бык? Походу бык. Жрец. Баек, ты прости, я Я ищу ящерицу. О, ящерицу. О, да. Счет несчастью Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятие коснулось и моей семьи. В этом году 3 наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Если это... да там сейчас стопудово кто-то подхалтурил что-то. Какого-нибудь яда подсыпал. Так, мне бы сейчас разобраться, а где свиток-то? Нет, это точно не туда. Ну, давай двинем хоть куда-нибудь. Чего вы не написали? Как ваше?
тобой все такое, с одной стороны... Сейчас, Павел, походу ты что-то пишешь, и смотри, Паш, если ты это самое, что-то пишешь... Ну да, я не видел. Ты пишешь слова, которые ютубом не модерируются. И в OBS я не вижу этот чат. Мне надо будет уже сам YouTube открывать и смотреть, что там написал. Брат за брата. Игорян, как ваши дела-то? Чего вы молчите-то? Как у вас там погода? Как поживаете? Че поживаете? Может, кто женился? Я сегодня еще одного кореша встретил. Не видел, наверное, лет 15. Женился, 35 годков. Говорит, надоело, говорит. А опять кто-то стух. Надоело, говорит, гулять. Все, семейная жизнь. Да, мудрейший. Да, мудрейший. Давай посмотрим. Прости же, Свет! Да, походу, Приди же, Свет! завтра четверг, что это? Мое дитя. Скоро Новый год. О, О, видели? Отваливается вебка. Там наконец ты пришел. Кто это такой? Это Избавитель. Фигово. Долгие годы я ждал его. Что? бедное течение. Спаси мое дитя от верной смерти. Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел. Там дыра, бедная печень, говорит. Того, что скрыто. Хорош. Бесплотный дух. Что-то она... Сейчас, секунду, парит друзья. в вышине. Я слуга великого Бога, что дарует чудесный свет. Я верный спутник пламени, чьи уста пылают огнем. Быстрее неси котел. Пошли в ХС Бог гореть. не будет ждать нас вечно. Я повелитель того, что скрыто. ХС гореть. Бесплотный Да не, Игорек. дух, что Вечерком. парит в вышине. Я слуга велик... Че бросить? А, в костер поставить. Сотис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, Только девушки нет, говорят. откроются их Дыра. глаза. Слушай, ты хорош отваливаться-то. Ну, нормально же все. Что-то он такого выпил, что ему поплохело. Обходной маневр, вы можете обмануть. Да. Не сбиться бы с пути. Он тут еще молодой, я смотрю. Не Что это за сбиться. проклятое место? Кто это там? Что это? Вроде гробница? Нужно идти, или я сгину в песках. Если бы еще понимать, куда идти. Игорек, ты это самое... Скажи, пожалуйста, там баланс только завезли или что-то еще интересное? В двух словах, если можно. Это тень, Ого. пожиратель душ. А у меня нету никакого оружия, смотрю. Ну все, я понял, на кулачных пойдем. Против богов с кулаками. Или кто это? О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Пофиксили Светика. Ну баланс, да, короче? Ну я понял.
Я просто спросил, почему. Я думал, какой-то, может быть, ивентик там, Еще что-то. много мелких павок. Там сезон новый стопудово. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Значит, надо будет стримски запилить на недельке или там как-то на выходных. Поиграть, посмотреть, побомбить. У меня завтра то же самое будет, только вечерний стрим, а пятница я еще не знаю. Кстати, возможно, в пятницу и сделать. Вот, в общем-то, разберусь, я думаю. Скорректируюсь по времени. Как это киберспорт? Ходс. Как себе адреналин не поднять? Вставляет лучше, чем от кофе, блин. А, это врата мертвых, когда на весы они там по их как оно там? По вере, скажем так, да, кладут, чтобы пропустил в мертвых, либо в храм, как-то там в рай или в ад, в общем. Анубис. Ложишь там на весы перо или что-то золото. О, сено копье мне принесла. Копье. Мишка, ты мне там писал, да, я не против бы взять себе копьецо бы, какой-нибудь или алебарду, но мне надо с отхилом. Лук и кара, что ли, у нас? Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Нак! Яд! А что мне делать-то с ним? Я тот, кто прогонит разрушителя. Стой, стой, стой. Разрушитель, блин. Так Апоп уязвим. Ра, защити! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Обалдеть. Он слабеет. А лук-то прикольный. Ты не сожрешь мое сердце! Ибо я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище. Где он, друзья? Хорош, хорош. Души змея в онлайн. Свой лук и пускаю стрелу в небо. Душу его, душу. Больно? Вот и слава. Хорош. Да, ты не успел. Я тот, кто прогонит разрушителя. Ну, змей тоже хитрый, однако. Сейчас увернулся, даже сам не понял, что это сам он сзади заходит. Пол хп только снес. Прям в онлайне, да, говоришь? Так, так. Держи.
Вернись в море хаоса! Вот такой бы нам лук бы в игре. Прям с бесконечными стрелами какой-то. Я не дамся тебе, разрушитель! То есть, получается, это прям, ну, реально проклятие богов, да? Джедайский лук. Познай ярость бога солнца! Апоп разрушит Дуат. Не-не-не-не-не. Не надо кушать меня. Смотри, вообще не оставил. Ты глянь, он, короче, подцепил. Но я-то думал, что он сейчас сзади там подойдет. Нет, он все равно выпрыгнул, блин. Со спины хорек этот зеленый. Надо следить, как он появляется. Он опять траванул. Вернись в море хаоса! Куда-то он меня загоняет, в общем. Мое время не пришло! Апоп разрушит Дуат. Нет, я не отправлюсь в долину тьмы! Подожди, ты где? Я не дамся тебе, разрушитель! Зеленая лягушка, блин, ты куда ты? Все. Окара направит меня! Все меньше и меньше, короче, где бегать. Познай ярость бога солнца! Ему осталось 2 удара. Теперь ты падешь! Умри, пожиратель! Ха-ха-ха. Я с одной камеры увидел твою седину. Эх. Да, есть. Виски седые, конечно. А чё такого-то? Я рано начал, я говорю, Пашу, где-то в 30, в 32 у меня уже седина на висках была по полной. Ну, типа, очень много переживаю за всякие, иногда пустяки, нервничаю там, что не получается. Ну, как-то так. Так, а это мы где с вами? У меня тоже уже седина. Из-за нервов. Да, из-за нервов. У меня, например, вот я серьезно говорю, у меня теща, вот сколько, 68, 67. У нее то седины меньше, чем у меня. То есть она вообще практически, у нее нет седины. Ну, вот так вот тело устроено. Кто-то очень рано сидеет, нервные клетки и так далее, а кто-то вообще спокоен. Или там, как это, устроен организм. Я не знаю.
Я знаешь, как нервничаю. Ну фигово ты нервничаешь. Фальшиво. Так, это мы огонек какой-то, что-то нашли. Что это, папа? Опа. Папа? Он в этом, в мире мертвых, что ли? Я прошел через гробницу, через тьму и мрак. Сынульку своего увидел. Надо вот тут так постричься, короче, и не париться. И седины не будет, и вообще ничего не будет на голове. Прям Они машинка. вернулись, спаслись от Везде. того, кто призывает тьму. Под расчесочку. Жив! Хвала Я сейчас богам. в Каспии отдыхаю с Что ты пацанами, видишь? катаюсь на буханке. У вас с ней один и тот же враг. Что-то ты быстро, Мишка, дошел Не ешь до Каспия. пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя. Избавь Мемфис от его черных дел. Вы понимаете, короче, кто-то травит, а в еду добавляет мертвечину. Хвала тому, кто спасет всех нас. Обалдеть. Затянула. Затянуло. Норм, я бы с вами погонял, мое сообщение уничтожено. Да пиши корректно, Паша, без плохих слов, и нормально все будет. Захочешь поговорить о своем видении? Приходи, когда наступит момент. Ему понравилось. Ну слушай, мы еще там не дошли, где медведи косолапые, как из тизера. Ая! Любимый, А вот Ая прибежала. Опять вебка. как ты? Походу, Куль-куль. мало добавили ни о Как чем, же я бы рад тебя сказал. видеть. Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Спасибо, спасибо, Паша. Тебе удачи, взаимно. Возьмем лодку, так быстрей. Походу мало добавили. Ни о чем я бы сказал. Ну, баланс, я Скажи, понял. каково Пойду во что-нибудь поиграем. быть Давай, удачи. всего Египта? Удачи, Это спасибо. все равно, что следить за муравейником. Доберись с Аей до храма Птаха на лодке. Помогать людям. Давай, пошли. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да, рассказала о прибытии царицы. Я бы сейчас, правда, кофеечку бы сделал бы. Да, Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. как я счастлива тебя видеть, Байк. Ая, только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещаю. Да, отваливается все-таки. Почему она Ладно. так важна для тебя? Она поднимает мой взор к небу. Я буду помнить, она... Сейчас, друзья, я кофейку сделаю, секунду. Что-то она не вывозит.
Я как вспомню, что мне еще завтра без света находиться. Целый день. Сейчас я, кажется, знаю, почему у меня она отваливается. Сейчас я быстренько попробую исправить. Просто кодировку там надо по USB 3.0 ставить, чтобы 60 кадров держала. А у меня нет такого, у меня через Type-C она подключена. Поэтому поставим 30 кадров. Должно хватить, по идее. Мишка, а ты те, кто сдается, оставляешь в живых? Или ты как я, короче? Айда, ура, я сдаюсь. Тыш, набил глаза. И утрате. Вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Хорош, Мемфис. хорош. И я за тобой. Бери. Охотимся.